Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чангук, когда Тэхён не обращает внимания. Девятое место. Ну Тэхён, у тебя Чангук и ревнивая буба, будь внимателен. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «В жизни Вигу снова появилась Дженни». В чем причина и кто виноват? Полный обзор ситуации. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Застенчивый от природы Чангук, который становится смелым рядом с Тэхёном, и обаятельный от природы Тэхён, который становится застенчивым рядом с Чангуком. Любовь нас меняет, но делает только лучше, раскрывая наши чувственные грани. Седьмое место. Честно, я все еще не понимаю, как мы выжили после всех этих вкидов за несколько месяцев. Шестое место. Поведение пары. Они уже неосознанно все это делают. Не могу перестать смотреть на эти фотографии. Пятое место. Примерно так и выглядит их семейная жизнь.
4 место. Забота. Просто Чангук дал попить Тэхёну. Третье место. Новости. Тэхён с друзьями на вечерней пробежке. Кажется, кто-то видел, как Тэхён бегает. Он определенно увлекся бегом, и он очень последователен. В интервью Чхве Ушек рассказал про Вуга ФМ, в котором состоит Тэхён. Во время беседы ведущий спросил: «Перед тем, как прийти на мое шоу, ты советовался с друзьями?» На что Чхве Ушек ответил: «Мои друзья сейчас ужасно заняты. Почти не встречаемся. Даже если хочется, не получается. Но когда наконец собираемся, всегда весело разговариваем. К счастью, у всех сейчас все отлично, каждый добился успеха на своем месте. Мы называемся Вуга ФМ». Это вообще не было какой-то официальной группой изначально. Мы просто друзья. Как-то так получилось, что у компании появилось название. Обычно, если кто-то из нас знакомит остальных с новым человеком, мы начинаем общаться все вместе. Сейчас такие встречи стали редкими, у всех много дел. После того, как Ушек сказал: «Обычно, если кто-то из нас знакомит остальных с новым человеком, мы начинаем общаться все вместе», мне сразу вспомнился Чангук. Тэхён со своими армейскими друзьями. Дахун Истус в радиошоу «Энс» Венди с Янстрит рассказал, что Тэхён очень хорошо о них заботился, обсуждал музыку и тепло их встретил, когда они недавно снова встретились. Вопрос. Твой комментарий о том, что хочешь сделать эфир с Тэхёном, был очень милым. Когда вы встретились в Париже, о чем вы говорили? Дахун ответил: «Я не хотел, чтобы он чувствовал себя обязанным. А Тэхён очень любит музыку, поэтому мы в основном говорили о музыке». О том, какую музыку он любит, я получил от него советы и рекомендации. Он так хорошо о нас заботился. Это было очень приятно. Вопрос. Что бы ты хотел сказать Тэхёну? Дахун ответил: «Спасибо тебе большое за то, что тогда так хорошо о нас заботился, и за то, что недавно снова так тепло меня встретил». Тэхён – настоящий айдол среди айдолов. Даже другие артисты отмечают, насколько он талантливый и внимательный. Самое классное, когда можешь подурачиться с любимым человеком. В интервью японскому изданию Spanichi Данко рассказал, как полюбил Тэхёна и чем он вдохновляет его. «Я многому учусь у утонченного исполнения и богатой мимики Тэхёна. Мечтаю когда-нибудь выступить вместе с ним. Каждый день слушаю хотя бы одну песню BTS и полностью концентрируюсь на музыке. Музыка BTS
дает мне смелость выходить на сцену. Особенно Данка увлекается Тэхёном. Он признался: «Меня особенно впечатлило, как в клипе DNA Тэхён мгновенно меняет выражение лица, от милой улыбки к холодной, сдержанной мимике. Он стал моим первым героем, кроме дедушки». Примечательно, что дед Данка был признанным мастером кабуки и получил прозвище «революционер кабуки». Данка также поделился фанатской историей. На день рождения я попросил у мамы черную рубашку, в которой Тэхён репетировал танец «Надеянный». Он добавил: «Как фанат и как артист я изучаю выражение лица, стиль и прическу Тэхёна». Он высоко оценил сценическую дисциплину и трудолюбие Тэхёна. Даже мельчайшие движения Тэхёна показывают, сколько усилий он вложил в подготовку к сцене. Энергия, которая исходит, когда он двигает руками, заполняет пространство. Это качество пригодится и в кабуки. Личную историю Данка тоже затронул. Тэхён стал для меня настоящей поддержкой. В сентябре 2023 года ушел мой дедушка, и я сильно переживал. В эти дни я слушал сольный альбом Тэхёна Лэйоува каждый вечер после выступлений. Его мягкий голос помогал мне держаться. Когда я встречу Тэхёна, я хочу лично поблагодарить его. Космос в его глазах. GQ Japan в Твиттере о Тэхёне. Как носить флэр-джинсы этой осенью, вдохновившись стилем Тэхёна и Кендрика Ламара. Флэр-джинсы снова в центре внимания. Их носят такие иконы стиля, как Тэхён, Кендрик Ламар и Фаррелл Уильямс. Этот фасон делает ноги визуально стройнее, но если подобрать образ неудачно, он может выглядеть немного старомодно. Поэтому для мужчин это довольно сложный предмет гардероба. Мы разобрали, как носить флэр-джинсы стильно и по-взрослому, вдохновляясь образами этих артистов. В этом году в мужской моде особенно выделяется флэр-силуэт. Он помогает вытянуть силуэт и придать фигуре стройность, но при неправильной стилизации может смотреться устарело. Чтобы этого избежать, стоит обратить внимание на примеры от таких икон стиля, как Тэхён, Фаррелл Уильямс и Кендрик Ламар, и понять, как именно сделать этот образ современным и элегантным. Первое, на что стоит обратить внимание – минималистичный, но чувственный стиль Тэхёна. Он сочетает флэр-джинсы с лонгсливом с воротом Хенли, который также в тренде в этом сезоне. Важно выбрать верх точно по размеру, это подчеркнет силуэт. Комбинация из джинсов с красивой линией и ботинок визуально вытягивает фигуру и придает образу сдержанную элегантность. Если твоя рубашка или лонгслив немного оверсайз, попробуй сбалансировать пропорции, надев под низ майку или простую футболку. Тэхён и его любовь к детям. СМИ продолжают обсуждать невероятное влияние Тэхёна на показе Селин в Париже. Его появление и стильные образы не только привлекли внимание миллионов поклонников по всему миру, но и значительно подняли ценность бренда. Тэхён оказал огромное влияние на мировую индустрию моды, подняв люксовый бренд Селин на новый уровень. Во время недели мода 2025 года Тэхён
значительно увеличил стоимость бренда Celine, заработав самый высокий показатель Earned Media Value (EMV) среди корейских звезд – 18 миллиардов вон, что составляет 34% от общего EMV в 56 миллиардов вон. На неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже влияние Тэхёна помогло Celine занять 8-е место по EMV среди брендов на Парижской неделе моды и 10-е место в общем рейтинге. При этом его вклад составил половину от общего EMV бренда в $26 миллионов. В Твиттере Celine оказался вторым по упоминаемости брендом, при этом 70% всех упоминаний были связаны с Тэхёном, несмотря на значительно меньшее количество подписчиков по сравнению с конкурентами, такими как Dior и Louis Vuitton. Эти двое такие хаотики, но как же им хорошо вместе. КМедиа продолжают активно обсуждать возможную коллаборацию Чангука и Джей после того, как композитор и исполнитель Ост Голден публично выразила восхищение талантом Чангуком и заявила о своем желании поработать с ним. СМИ подчеркивают, что этот совместный проект может стать одной из самых ожидаемых музыкальных коллабораций, а фанаты по всему миру уже с нетерпением ждут анонса и поддерживают идею совместной работы. Всемирная болезнь Чангука продолжается. Мир посылает ему любовные призывы. Она прямо упомянула Чангука. «Чангук Ши, давайте сделаем коллаборацию», публично выразив желание сотрудничать. Ли Дже добавила: «Чангук великолепно поет и прекрасно передает смысл текста. Я очень хочу написать мелодию специально для его голоса». Когда ведущий спросил: «Скоро мы сможем увидеть совместное выступление?», Ли Дже ответила: «Для меня это огромная честь. Чангук, я очень хочу работать с вами». Фанаты активно поддержали новость комментариями. Эта коллаборация однозначно за. Ожидаю мелодию для Чангука, чарты точно будут побиты заранее. В K-pop Demon Hunters вокал Руми, лидера группы Huntrix, исполняла Ли Дже, а голос мужского персонажа Джину Эндрю Чой, продюсер S Entertainment и выпускник шоу K-pop Star. Эндрю Чой также высоко оценил Чангука в зарубежном интервью, отметив его кавер на Soda Pop «Чангук – настоящий вокалист». Его выступления заслуживают 11 баллов из 10. Он добавил: «Мой идеальный участник Lion Boys, безусловно, Чангук. Он совершенен». В июле Чангук провел личный прямой эфир, в котором исполнил Ост Soda Pop из K-pop Demon Hunters вживую, держа только один микрофон. Его выступление вызвало восхищение как фанатов, так и продюсеров. Любовные призывы к Чангуку со всего мира на этом не заканчиваются. Джей Маклин из Backstreet Boys заявил: «Я огромный фанат Чангука». Диана Росс отметила: «Каждое движение Чангука напоминает мне Майкла Джексона. Он потрясающий», и назвала его сольную песню «Standing Next to You» своей любимой. Шведский певец Амар Рудберг через соцсети обратился: «Чангук, свяжись со мной». А американская певица Келани написала: «Чангук, я тебя очень люблю», и поделилась видео его выступления. Китайский актер и певец Джан Синчен заявил: «Я хочу выступать на сцене вместе с Чангуком», и пригласил его в качестве гостя на свой концерт. В 2021 году Чангук стал единственным азиатским артистом, чье день рождения отметили на официальном сайте Beyoncé Wear Go Season Yearbook. Причина, по которой мировой поток любовных призывов к Чангуку не прекращается, очевидна. Он стал не просто выдающимся кей-поп-звездой, но и источником вдохновения для музыкантов всего мира.
Бро, мы очень скучаем. В парламенте Южной Кореи вновь обострилась дискуссия о справедливости системы освобождения от военной службы для артистов и спортсменов. Депутат Сон Иль Чон заявил, что существующая система льгот несправедлива. Освобождение получают победители псевдомеждународных конкурсов, в которых участвуют в основном корейцы, в то время как лауреаты премии уровня Грэмми или Billboard прав на это не имеют, приводя в пример BTS. Во времена администрации Мун Джэйна BTS приглашали на саммит Корея-Франция, на праздничные мероприятия в честь Дня молодежи в президентском дворце, на Генеральную ассамблею ООН, где они выступали с речами вместе с президентом. Экономический эффект от деятельности BTS за 10 лет составил 56 триллионов вон. Если бы BTS получили награды, администрация Мун Джэйна могла бы, изменив только инструкцию, освободить их от службы. За последние 10 лет 216 человек получили льготы, причем 91% из них благодаря победам в таких внутренних конкурсах, формально имеющих международный статус. Было отмечено, что предыдущее правительство, активно используя BTS для продвижения страны на международной арене, саммиты ООН, не внесли изменений в правила, чтобы освободить группу от службы, несмотря на колоссальный вклад в экономику – 56 триллионов вон. Но тогдашний глава службы по призыву переложил ответственность на парламент. Так BTS активно использовали, а правительство их оставило. Глава службы по призыву признала наличие проблемы со справедливостью и пообещала работать над улучшением системы совместно с Министерством культуры. Все участники на данный момент завершили военную службу. Я знал, что ангелы существуют. Эти родинки на щеке Чангука. Осторожно, может быть горячо. Как же Тэхёну идут шапочки Бини. Сейчас тот слоник ого-го как вырос.
Эти милые кудряшки. Он такой Флаффи. Освоил искусство идеального сочетания украшений на шее. Как же я скучаю по нему. Тэхён был в жилете On Ultra Vest Pro, той самой модели, которая предназначена для длительных пробежек. Весит он всего около 300 грамм, имеет съемный сухой 10-литровый карман, который защищает вещи от дождя и пыли, а водонепроницаемые молнии не подводит даже под дождем. Благодаря эластичным ремням и продуманному дизайну, который плотно прилегает к телу, но не мешает, он очень удобен для бега и спорта, стоит примерно 200 евро. Ну как же он прекрасен! Тэхён занял первое место в рейтинге айдолов с самым красивым почерком, по версии журнала The Fact. Почерк Тэхёна, округлый и аккуратный, очаровал поклонников К-поп. Он не раз делился своими записями в блокнотах и открытках, вызывая восторг фанатов. Красавчик, да еще и с идеальным почерком, вскружил головы многим. Так, в 2021 году в Виверс-шопе ароматическая свеча с рукописными строчками Ви из его авторской песни Blue and Grey разошлась за 3 минуты после старта продаж, став первым товаром из мерча участников, который полностью раскупили. Второе место. Это так интимно. Ничего особенного, просто тигр кусается. Люблю, когда человеки человекаются в деталях. У этого есть какой-то свой сакральный смысл. Первое место. То, как Чангук смотрит на Тэхёна. Мурашки о коже.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.